Всем привет, с вами доктор Демченко, врач мануальной терапии, невролог-вертебролог, доктор остеопатии, врач спортивной медицины и реабилитации. И сегодня мы поговорим с вами о болях в пояснице, связанных с гиперлордозом и неправильным наклоном таза. Каким образом понять, что ваша боль в пояснице связана именно с неправильным наклоном таза? Попробуйте сначала воспроизвести вашу боль. Если она, например, связана с наклоном, попробуйте ее воспроизвести. Дальше мы можем ее модифицировать, то есть попробуйте ее изменить. Для этого вы берете себя за таз и немножечко поворачиваете его назад. Удерживая эту ротацию, попробуйте снова наклониться. Если вам стало намного лучше, то наши упражнения вам помогут. Если же боль связана, например, с ходьбой, вы также можете удерживать таз в задней позиции во время ходьбы. Если боль становится значительно меньше или уходит, это тоже показание к применению нашего упражнения. Также эти упражнения хорошо помогут тем людям, у которых есть некрасивый визуальный эффект в виде сильно выпирающего живота или сильно отстающих назад ягодиц. Каким образом мы будем при помощи упражнений улучшать ситуацию с наклоном вашего таза? Дело в том, что позицию таза обуславливают мышцы. Подвздошно-поясничная мышца и квадрицепс тянут таз вперед, поэтому мы будем их растягивать. Гамстринги, то есть задняя поверхность бедра, и пресс тянут таз назад, поэтому мы будем их укреплять. Длинные разгибатели спины также переводят таз в передний наклон, поэтому мы будем их растягивать. Итак, переходим к упражнениям. Вначале лягте на спину и убедитесь, что поясница не находится в гиперлордозе, то есть в прогибе. Для этого поставьте руки на таз и попробуйте пошевелить таз вперед и назад, чувствуя, как поясница отходит от пола и прижимается к полу. Когда вы почувствовали, что поясница прижата к полу, зафиксируйте эту позицию и оставьте руки в области таза. Далее мы производим подъем таза наверх с небольшой фиксацией в верхней зоне. Важный момент. При выполнении данного упражнения постарайтесь подтягивать пятки как можно ближе к попе, для того, чтобы уменьшить напряжение на задней поверхности бедра и больше включать большую ягодичную мышцу и разгибатели поясницы. Выполняйте упражнение 20 раз. Если не хватает сил, делайте до усталости. Для выполнения следующего упражнения, цель которого растянуть подвздошно-поясничную мышцу и квадрицепс, займите позицию глубокого выпада. Передняя нога как можно дальше уходит вперед, корпус находится ровно. Ориентируйте таз таким образом, чтобы он смотрел вперед и не разворачивался в сторону согнутой задней ноги. Попробуйте захватиться одноименной рукой за ногу. Важный момент, не сильно сгибайте ее в коленном суставе. Стараясь удерживать корпус относительно вертикально, попробуйте просадить таз вперед к передней ноге. До появления характерного растяжения в области крепления подвздошно-поясничной мышцы и передней головки квадрицепса. Когда вы вышли до стабильного ощущения натяжения, можно использовать постизометрическую релаксацию. Феномен, помогающий быстро расслаблять мышцы. Для этого надавите коленом в пол и надавите своей ногой областью голеностопа на руку. Давление должно быть не сильное, стабильное в течение 5-7 секунд. После этого давления сделайте выдох, расслабьтесь и попробуйте пройти тазом еще немного вперед и ниже, занимая более растянутую позицию. Проведите 3 таких сессии или же статическое растяжение мышц не менее 40 секунд. Далее поменяйте ногу и обязательно проведите все те же самые манипуляции с другой ногой. Для выполнения следующего упражнения снова займите позицию на спине. Ноги согнуты в коленных суставах, руки находятся за головой, пальцы сцеплены в замок, фиксируют шею для того, чтобы не было переразгибания в шейном отделе позвоночника. Выполняйте небольшие скручивания, включая пресс, не стараясь дотягиваться локтями до коленей.
Поясница должна быть постоянно в контакте с полом. Проводите данное упражнение 20-30 раз или до чувства усталости в области пресса. Для проведения следующего упражнения также ложитесь на спину, захватывайте обе ноги и подтягивайте колени максимально к груди, добиваясь ощущения растяжения в области мышц поясницы. Это динамическое упражнение с небольшой задержкой в конце амплитуды движения, для того, чтобы хорошо растянуть мышцы в области поясницы. Поскольку эти упражнения нацелены на мышцы, вы можете получить достаточно быстрый эффект по обезболиванию, но сам наклон таза меняться будет достаточно длительно, поэтому мы рекомендуем выполнять эти упражнения до 90 дней, лучше 2 раза в день. Если эти упражнения вам помогли и понравились, ставьте лайки, подписывайтесь, это стимулирует нас снимать новые видео. Всем пока!